Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос того, как себя подсветить при записи онлайн-курса. С вами я, Юрий Цветаев из блог-студии Хромакей. И давайте разбираться с этой такой ситуацией нелегкой. Мы с вами... Так, все, переходим с вами на презентажку. Вот животрепещущий вопрос. Насколько важен свет при съемке видеокурсов? Ну, хотелось бы сказать следующее, что свет является основополагающим в съемке вообще каких-либо визуальных произведений. Потому что именно свет, отражаясь от объектов, попадает в камеру и таким образом формирует картинку. Немножко я так отвлекусь, да, что иногда бывает, вы там, допустим, снимаете на телефон, и получается, что картинка не яркая, не четкая, какая-то серая, кожа лица у вас серая, и вообще какое-то все унылое. В этом виноват прежде всего свет, потому что, скорее всего, вы снимали в каких-то помещениях, где был только искусственный свет, а этот искусственный свет, он, скорее всего, исходил от ламп, у которых очень низкий индекс цветопередачи, CRI. Если этот индекс равен где-нибудь там 70, да, или меньше, то вы получите серую картинку. Для черно-белой съемки это не важно, но для цветной это очень важно. Поэтому стоит весьма серьезно отнестись к свету. И также хотелось еще заметить, что даже если у вас там низкого уровня сама камера, если у вас будет хороший свет, то картинка у вас будет отличная. Поехали. Дальше мы разберем с вами, какие источники света вы можете, в принципе, встретить, когда собираетесь покупать себе освещение для съемки. Давайте вот посмотрим на картинку. Первый и самый часто встречающийся вариант — это вот такие вот софтбоксы, которые, по большому счету, недороги в производстве. Это 4 патрона под стандартные лампочки, обтянутые тряпкой. Да? Ничего сложного. Производится Китаем в массовых количествах. Можно встретить абсолютно под разными брендами, но суть одна и та же. Это 4 патрона под лампочку. К преимуществам данной конструкции можно отнести дешевизну. К недостаткам это то, что чаще всего лампочки, которые поставляются, идут вместе с ними. Это обычные светодиодные лампы, у которых также очень низкий уровень цветопередачи. То есть тот спектр, который излучает сам светодиод или лампочка, неважно, да, любой источник, этот спектр только на 70% передает полноту спектра Солнца. Да? Собственно, отраженный солнечный свет и формирует яркие цвета. Поэтому чем выше индекс цветопередачи, там, больше 95, это уже хорошие профессиональные инструменты. Лампы, да. Все, что ниже, можно встретить чаще всего, это в районе 80 CRI. Поэтому, когда вы будете обычные бытовые лампочки, у которых индекс цветопередачи в районе 80, вставлять в такие софтбоксы, то вы получите серую картинку. Она будет яркая, но ярких цветов вы не получите. Также к недостаткам данных софтбоксов можно отнести то, что у них есть только 3 режима работы. Это выключено, включено на 50%, включено на 100%. Да? Там 2 переключателя у них обычно находятся. Поэтому контролировать, опять же, какую-то яркость света, да, можно только в очень ограниченных пределах. Идем дальше. Следующим
по распространенности вы можете встретить LED-панели. Чаще всего эти LED-панели небольшие. В принципе, для съемки, если это уже большие панели, то они уже дорогие идут, уже тоже профессиональные существуют такие LED-панели. Но для записи курсов обычно берут недорогие маленькие панели. В принципе, их хватает. Их можно расположить, вот когда вы ведете вебинар какой-нибудь, вы располагаете их с двух сторон от крышки ноутбука, соответственно, веб-камеры ноутбука вы себя снимаете, а эти два источника вас подсвечивают с двух сторон. Хорошая рабочая схема. Единственное, что хотелось бы отметить, это то, что надо обратить внимание на рассеиватель, который идет с LED-панелями, потому что если он будет слабый, некачественный, то вы можете получить множественные такие ступеньки на лице, ну, вообще, в принципе, в тенях. Это связано именно с тем, что панель состоит из множества диодов, и каждый из них является ярким источником света. И вот эта тень получается от каждого этого источника. Для этого существует рассеиватель, который смягчает или убирает данную проблему. Идем дальше. Профессиональное видео, свет, профессиональный видеосвет. Он хорош чем? Что это один яркий источник света, то есть тени у вас будут правильные, у вас не будет множественных теней. Вот. Они всегда идут с хорошим индексом CRI, но к недостаткам стоит отнести, что они довольно тяжелые, к ним нужны хорошие стойки тяжелые. Если LED-панели, они там могут там, по 100, по 200 грамм весить, и их можно поставить на любую стойку, даже самую дешевую, то с вот такими профессиональными головами такого не пройдет. Это должна быть хорошая стойка. Да? Дальше, к ним недостаточно их просто купить, и к ним еще нужны насадки светоформирующие. Вот, к примеру, вот то, что сейчас на картинке изображено, это стандартный рефлектор, который будет давать довольно жесткие тени. То есть, вот, допустим, вот таких мягких теней, как вы видите сейчас на мне, не получится. И если вы хотите попробовать вот такую хорошую качественную картинку, лучше сходите в студию. Сейчас это доступно. Вот. Поэтому попробуйте запись в студии с хорошим светом. Если вам понравится, то, может быть, вы вообще просто не будете заморачиваться с покупкой вот профессионального света, а просто будете ходить в студию и записывать, и радоваться жизни. Идем дальше. Ну и, конечно же, куда без них, это замечательные селфи, круги, кольца. Вот в данном случае вы можете видеть, что это сердечки. Вот. Они, в принципе, ими можно пользоваться, как небольшими, тоже, они из серии LED-панелей, вот, но это узконаправленный инструмент, они были созданы именно для того, чтобы с небольшого расстояния снимать селфи, то есть мы просовываем объектив камеры, там, телефона, там, фотоаппарата, да, в саму эту лампу, и в результате получаем в глазах, когда это, опять же, близко, то есть глаза должны быть крупным изображены, в глазах мы получаем кружочки, круглые блики. Ну, в данном случае мы получим сердечки. Насколько вам это нужно для онлайн-курсов, решать вам. В принципе, схема рабочая, можно брать, но если вы, допустим, ведете курс по экономике, то будет достаточно странно видеть у вас в глазах сердечки, согласитесь. Идем дальше. Ну, здесь, в этом разделе, я бы хотел упомянуть самый лучший источник, который можно вообще получить. Он недорогой, у него полный спектр излучения, но у него есть ряд проблем. Что же это за источник? Это солнечный свет. Какие проблемы у него могут быть? Во-первых, это не постоянно, ну, то есть вы привязаны ко времени, когда солнце находится на небосклоне, да, поэтому у вас вы ограничены по времени в каком-то временном промежутке. Вот. Кроме этого, более существенным недостатком солнечного света является то,
что он переменчивый, он не является постоянным. То есть вы, допустим, начали снимать при яркой солнечной погоде, а тут подошла тучка, тучка закрыла солнце, все, у вас изменилась и цветовая температура, и мощность самого света. В общем, этот источник нестабильный, но если вы хотите получить именно яркие сочные цвета, лучше него не найти. И идем дальше. В этом разделе мы с вами рассмотрим самые простые схемы света, да, постановки света, для того, чтобы вы могли уже начать сразу, с хорошей картинки, запись своих видеоуроков. Давайте посмотрим. Самая простая схема. В этой простой схеме используется всего лишь навсего один источник света. Вот посмотрите. Большой источник света. То есть для хорошей картинки он должен быть каких-то приличных размеров. Как я упоминал выше, можно для этого использовать свет от окна. То есть это по факту, если вы застелите окно белой тканью, то по факту это будет огромный софтбокс. Завешиваете окно, чтобы у вас не было жесткого света. Перед ним ставите камеру, садитесь перед камерой, все замечательно, снимаете. При определенных обстоятельствах можно получить даже практически бестеневую картинку на лице. Вторая схема. Эта схема уже посложнее. Здесь используются два источника света. Собственно, я о них говорил, когда говорил про LED-панели, про вот такую постановку света. Но тут стоит учесть какой нюанс. Если вы поставите просто вот эти два источника и начнете светить, примерно вот как сейчас на меня светит, два источника примерно одинаковые по яркости, то эти источники должны быть выше линии вашего взгляда. Почему? В любом случае вы светом имитируете солнце. Солнце у нас всегда над головой. Если мы установим эти панели, или там, источники света, как вот на данной картинке, либо вровень с линией глаз, либо ниже, то мы получим просто вот тени от носа, они будут лезть к нам в глаза. То есть это вот такой вот эффект, не знаю, как костра, да, если вам нужно вот сымитировать костер, то, пожалуйста, вот подкладывайте источник снизу, и у вас получается такое, лицо для страшилок. Идем дальше. Третья схема. Третья схема, она самая красивая, она является, по большому счету, стандартной портретной схемой. То есть у нас, с одной стороны, мы выстраиваем, это уже там зависит, с какой стороны выстраиваем, это уже зависит от вашей, рабочей стороны, скажем так. Для кого-то просто, здесь вариант, что вам больше нравится. Вот. Ставим один большой, вот вы можете посмотреть на схеме, большой источник света, это софтбокс. Далее мы ставим камеру, то есть вот этот большой софтбокс, он у нас должен быть самым ярким, и он называется рисующий свет. Дальше у нас появляются с другой стороны очень темные участки, глубокие тени. Их надо подсветить другим источником света, да, чтобы просто они не были такими контрастными. Сзади мы ставим контровое освещение. В принципе, если вы приглядитесь, то вы можете видеть по краям моей футболки белый контур. Вот этот белый контур, он создан для того, чтобы отделять человека от фона. Какого бы цвета фон не был, вот этот блик, он дает отделение фигуры. Итак, поехали дальше. Мы с вами очень бегло рассмотрели приборы, с помощью которых вы можете осветить себя для съемки онлайн-курсов. Также мы с вами рассмотрели 3 простые схемы. Используя любую, вы добьетесь приличного результата. Вот. И что в заключение хотел бы вам сказать. Записывайте курсы. Кстати,
Если вы живете в Москве, вы можете записать свои курсы в нашей студии, блог-студии Хромакей по довольно привлекательной цене. Вот. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии пишите. Если вам какие-то хочется более подробно раскрыть темы по записи видеокурсов, опять же, пишите в комментарии, подготовим ролик и ответим на все вопросы. С вами был Юрий Цветаев, и пока-пока.